В этом видео я ставлю автограф, даю танку фамилию и разрешаю Мухе погулять по рабочему месту. Ребята, всем привет! Сегодняшняя серия будет посвящена сборке окраски этого замечательного танка КВ-1. Я его собирала от фирмы «Звезда». Это довольно старая разработка, но я думаю, что на результат это не повлияло, тем более, что и цена у него довольно-таки интересная. И к тому же такую модель вы можете приобрести на сайте модельной лавки, где действует промокод, который вы сейчас увидите на экране. И по этому промокоду вы получите 200 рублей при первом заказе. Скидочку такую. И, кстати, если вы делаете не первый заказ, то по промокоду Даша вы можете получить и скидочку в 10%. Так что вперед, давайте смотреть, как я это все собрала и сделала. Как я уже упоминала выше, модель танка КВ-1 довольно старая, и качество стыковки деталей и сами отливки оставляют желать лучшего. Многие судят по фирме «Звезда» именно по подобным моделям, но современные модели «Звезды» на высоком уровне, и можно сказать, что даже на мировом, но и цена у новых моделей кусается довольно сильно. А набор КВ-1 в 35 масштабе стоит в среднем 900 рублей, но можно найти и за 700. Для новичков я не рекомендую эту модель, она может здорово отбить желание от моделизма. Плюс у данной модели пластиковые полунаборные траки без провиса совсем, что меня сильно огорчает. Были бы они хотя бы виниловыми, то тогда можно было бы сделать на тонких штырьках провис. Но я буду собирать модель из коробки, максимально бюджетный вариант. А так тут есть над чем поработать. Например, можно добавить точеный ствол или наборные металлические траки и фототравление для надгусеничных полок. Но тогда стоимость модели можно смело умножать на 2. И подведем итог по набору. Из плюсов я могу назвать только цену. Да, мы дожили до того, что модель за 900 рублей считается дешевой. Вообще ужас на самом деле. А минусов тут действительно много. Плохая стыковка деталей, чувствуется, что пресс-формам не один десяток лет. Откровенно плохие гусеницы. И из них нельзя сделать гусеницы с провисом вообще в принципе. Уж лучше бы все-таки виниловые положили. Да и модель сама по себе не уникальна. Модель КВ-1 в 35 масштабе есть у легендарного Восточного экспресса. Правда, качество этой модели не сильно лучше звездовского. А более качественные модели металлического Ворошилова есть у Томи и Трумпетера, но и цена у них совсем другая. По традиции я покрыла модель грунтом от Pacific, дала ему немножко подсохнуть и приступила к пришейдингу. Это такой прием, когда я те места, где должны быть тени, покрываю черной краской. И иногда я этот прием использую в превентивных целях. Специально заливаю черной краской труднодоступные места, и тогда в случае недокраса будет видна черная тень, что будет выглядеть естественно. Ведь черный цвет – это один из основных цветов, которые мы видим в нашем мире. Далее я начала покрывать модель темным оттенком краски 4БО, лишний раз подчеркивая тень. Потом я использовала обыкновенный цвет 4БО, это уже можно сказать основной цвет. А уже потом я в основной цвет добавила немножко желтого цвета и таким оттенком прошлась по верхним элементам бронекорпуса, и этим приемом я сделала модель более объемной. По мне, так модель смотрится немножко интереснее. Главное с этим не переборщить, а то в интернете полно работ, где люди, не зная меры, слишком увлекаются цветовой модуляцией, и модель получается чересчур мультяшной. Как будто это уже не модель, а шарж на тему бронетехники. Еще из минусов хочу отметить странное крепление башни, я с ним так и не смогла разобраться. Ребята, мне очень нужны ваши лайки и комментарии. Я думаю, что это вам не сложно, а мне приятно. Встретившись в первые же дни войны с советским тяжелым танком КВ, немцы тут же окрестили его «Призраком». Машина, которая могла в одиночку вести бой сразу с несколькими противниками, и машина, броню которой было не взять противотанковыми пушками.
Достойнейший противник для любой бронетехники немцев, да и вообще для любой бронетехники того времени. Примеров удачных и показательных действий экипажа КВ-1 предостаточно. От действий экипажа Колобанова под Ленинградом до экипажа Коновалова под Воронежем. Первый свой бой КВ провел 17 декабря 1939 года при прорыве Хотининского укрепрайона линии Маннергейма. Машина показала себя вполне достойно. Кстати, на вооружение КВ-1 был принят уже через день после первого боя, 19 декабря 1939 года. Сегодня можно говорить о потерях в первые месяцы войны. Даже не сколько о потерях, сколько о том, что множество машин просто было брошено экипажем из-за неисправности или недостатка горючего. Но давайте посмотрим на тех, кто воевал в 1941 году на КВ. Экипажи тяжелых танков в подавляющем большинстве до первого боя имели практически нулевую подготовку. Механики-водители, по официальным данным, имели от 3 до 5 часов вождения. Даже такая мелочь, как наставление по эксплуатации КВ, была дефицитом – 1 на батальон. Потом немного муторной работы. Я крашу гусеницы в черно-коричневый цвет, такой как бы слегка грязно-ржавый. Кстати, в комментариях под предыдущим видео многие эксперты-моделисты указывали, что я неправильно делаю. Вначале полностью собираю, а потом в таком виде окрашиваю модель. Ну, во-первых, каждый сам решает, как ему удобнее работать с моделью, это раз. А во-вторых, иногда удобнее именно полностью собрать модель, а потом ее красить. Как это и происходит в этом случае с полунаборными траками. Клеить уже окрашенные детали – это еще то мучение. Велика вероятность испачкать в клею сам корпус, а клеить окрашенные детали придется ведь на суперклей, который может и оставляет свои следы. Так что из двух зол я выбираю меньшую и окрашиваю траки и катки уже в сборе. Внешние диаметры катков я окрашу стальным цветом. В случае своей ошибки в окраске я просто подкрашу базовым цветом огрехи. Окрашиваю выхлопные патрубки в черно-коричневый ржавый цвет. Хотя эксперты в комментариях в записи с фотографией готовой модели указали мне на то, что это неправильно. Бронекожухи не раскалялись до такой степени, и поэтому надо было их оставить в базовом зеленом цвете. Теперь я окрашиваю пулеметы. На этом танке их 3 – зенитный, курсовой и кормовой. Но даже при таких условиях КВ произвел впечатление на противника. Танк прорыва использовался как оборонительный. Взять его могла только зенитная 88 мм пушка, полевые 150 мм орудия и 105 мм гаубица. Остальная артиллерия годилась только для высекания искр и воздействия на слуховые рецепторы танкистов. Светло-зеленой краской методом сухая кисть выделяю рельефные детали, таким образом я придам модели еще больше объема. Немцы тоже прилежные ученики. Через полгода после начала войны немецкие танки получили 50 мм и 75 мм пушки, а в конце 1942 года на фронте появился «Тигр». «Тигры» поражали КВ на дальности в 1,5-2 километра, тогда как 76 мм пушка КВ могла подбить немецкую машину всего лишь с 500 метров. Для 1940 года серийный КВ-1 являлся подлинно новаторской конструкцией, воплощающей в себе самые передовые идеи того времени – индивидуальную торсионную подвеску, надежное противоснарядное бронирование, дизельный двигатель и одно мощное универсальное орудие в рамках классической компоновки. Теперь после нанесения глянцевого лака настало время приклеить декали. Тут всего их 3, это 2 бортовых номера и личное имя танка – Суворов. Некоторые эксперты рассматривают его как этапную машину в мировом танкостроении, оказавшую значительное влияние на разработку последующих тяжелых танков в других странах. После декалей я сделаю смывку коричневым цветом. Коричневый цвет неплохо подходит для тонировки зеленой техники. Сюда, кстати, подойдет и черная смывка. Она будет более контрастно подчеркивать стыки и углубления.
Классическая компоновка на серийном советском тяжелом танке была применена впервые, что позволило КВ-1 получить наиболее высокий уровень защищенности и большой модернизационный потенциал в рамках этой концепции по сравнению с предыдущим серийным тяжелым танком Т-35. Основой классической компоновки является разделение бронекорпуса от носа к корме последовательно на отделение управления, боевое отделение и моторно-трансмиссионное отделение. Механик-водитель и стрелок-радист размещались в отделении управления. 3 других члена экипажа имели рабочие места в боевом отделении, которое объединяло среднюю часть бронекорпуса и башню. Там же располагалось и орудие, боезапас к нему и часть топливных баков. Двигатель и трансмиссия были установлены в корме машины. После нанесения матового лака применяю уже по традиции прием масляной точки. При помощи них я как бы показываю воздействие погоды на корпус танка. Пальчиком железню грани танка, да, в прямом смысле пальцем беру пигмент от МИГ стального цвета и растираю его по выступающим местам. Так модель будет больше похожа на настоящий металлический танк. В заключительном этапе окраски я раскидываю грязь по нижней поверхности танка. В качестве грязи я применяю специальную жидкость от АК. Мне она досталась от предзаказа с Шерманом. Наношу грязь при помощи кисточки и палочки, и таким образом получаются почти натуральные капли грязи. Кстати, я использую несколько оттенков грязи, а получила я их добавлением в единственный мой экземпляр пигментов от МИГ, и эксперимент оказался удачным. Грязь я наношу на нижнюю часть тонкими слоями.
и первый слой будет самый темный, а потом все светлее и светлее. Эту модель я делала для своего зрителя, а поскольку я известный художник, то картина должна быть подписана. И делаю я это на днище танка, так, чтобы ее было не сильно видно. Может быть, когда-нибудь я буду настолько известна, что эта модель благодаря моему автографу будет стоить дороже. Ну а мечтать не вредно. Вот такая у меня получилась моделька. Это доступная модель от звезды, и на ее изготовление мне потребовалось меньше 1000 рублей, не считая, конечно, лакокрасочного материала. Так что моделизм, в принципе, может быть бюджетным. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Увидимся в следующем видео. До новых встреч. Пока-пока.